Всем доброго времени суток, вы на канале Геймпедия, и сегодня мы поговорим о такой игре, как Elden Ring. Пока многие ожидают выхода продолжения легендарной серии, ролик о котором можно посмотреть, перейдя по подсказке сверху, японские разработчики анонсировали очередной, вероятно, шедевр под названием Elden Ring. А то, что игра выйдет от From Software, компании, выпустившей такие известные игры, как Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro Shadow Die Twice и серию Souls, уже многое значит, а об этом многом мы сейчас и поговорим. Игра была анонсирована 9 июня 2019 года, после чего о ней ничего не было слышно до самого Summer Game Fest 2021, на котором нам наконец показали геймплейный трейлер, а заодно объявили даты выхода 21 января 2022 года. Первый трейлер игры начинается с тусклого огонька, который постепенно разжигается все сильнее и сильнее. Это напоминает о серии игр Souls, в которой такие огни являлись ключевой частью повествования. При этом огонь с ходом трейлера разгорается все сильнее, будто бы говоря нам о начале чего-то нового. Далее мы видим весьма интересные титры, которые говорят нам о том, что игра разрабатывается с помощью писателя Джорджа Мартина, человека, создавшего мир Игры Престолов, захвативший сердца многих читателей, а впоследствии зрителей, смотревших достаточно продолжительный сериал, основанный на серии из 7 книг. После титров мы видим весьма неоднозначную сцену, показывающую нам человека, держащего чью-то руку. Однако через пару секунд из его спины начинают вылезать и другие руки, и мысль о том, что он человек, быстро улетучивается. Возможно, раньше он был человеком, но что-то превратило его в многорукое существо. Хотя не буду отрицать, что он мог быть таким всегда. Да, я сказал, что он именно держит руку, ведь это явно не принадлежит ему, хоть и похоже на то, что она как бы прирощена к нему, что даже доказывается ее легкими шевелениями. А после вступительной фразы начинается основное повествование, показывающее нам мир игры уже привычным образом. Рассказчик упоминает некое кольцо Элден, которое дублирует название игры, а затем говорит, что оно расколото. При этом нам показывают человека, который, видимо, и пытается его расколоть. Но зачем? Кому же принадлежало это кольцо? Что же такое Элден? Может, оно давало какую-то неведомую безграничную силу, нарушающую баланс мира? А может, лишь так можно было спасти и сам мир? Определенно, именно на нем и будет завязан сюжет игры, а суть может заключаться в том, чтобы собрать все части кольца и объединить их в единое целое. Также попутно с этим нам расскажут, кто же его расколол и зачем, а также про всех персонажей, показанных в трейлере. Особенно интересно, что это за девушка, так как она будет рассказчиком во втором уже геймплейном трейлере. Вероятно, в этой игре она будет местным вариантом хранительницы огня. Рассказчик упоминает небо, которое, по его словам, пылает. Это также может быть связано с кольцом Элден. Неужели оно настолько могущественное, что связано с небом? А может, небо это только начало и нам не все сказали, а на самом же деле разрушение кольца отразилось на всем мире? Также в конце мы видим, как человек, разбивший кольцо, падает на колени, будто бы он не хотел этого делать, но ему пришлось, что еще больше заставляет задуматься о том, что может происходить в мире игры. После первого трейлера появилось слишком много вопросов, ведь сюжет игры был затронут лишь поверхностно, даже слишком поверхностно, но при этом сказал многое. Все это весьма интригует, так что перейдем к следующему представленному разработчиками трейлеру, чтобы узнать еще больше интересных деталей о новом мрачном мире. Во время вступительных титров нам моментами показывают лошадь, которая вполне могла бы оказаться нашей, ведь в этой игре она будет являться средством передвижения по миру. После них мы видим уже привычное явление, девушку, рассказывающую историю нового мира. Например, в серии Souls это делали хранительницы огня. Значит, эта девушка также может быть достаточно важным персонажем. А как думаете вы, кем же она является? Свой вариант вы можете, как и всегда, написать в комментариях. Начало ее рассказа говорит нам о The Tarnished, что можно перевести как потускневший. По всей видимости, одним из таких потускневших является наш персонаж, подобно персонажам из других игр. Например, как в серии Souls мы играли за негорящего. Девушка утверждает, что потускневшие вернутся. Похоже, это случится из-за уничтожения того самого кольца Элден, являющегося ключевым в игре. Светящееся дерево, сопровождаемое рассказом, называется Эдер Tree, что в переводе с немецкого означает земляное древо или же древо земли. Возможно, оно является одной из основополагающих этого мира. Далее мы видим мрачный мир, состоящий из руин и персонажа, который может являться протагонистом. В следующих кадрах мы видим элементы нового мрачного мира, а также новых гигантских существ, с которыми еще предстоит сразиться. Кстати, насчет сражений. Здесь присутствует анимация удара прямо в седле, а это значит, что лошадь будет не просто средством передвижения по миру, но и нашим боевым соратникам, ведь сражаться можно будет как на своих двоих, так и сидя на лошади, что добавляет существенное разнообразие в игру, а также новый игровой опыт, который ранее мы не могли получить, играя в произведение From Software. А так как нам показали бой против всадника, можно задуматься над тем, как бы бой происходил, будучи пешим, а также о вариативностях сражения как на лошади, так и без нее. Как бы там ни было, это ранее неведомая здесь механика, которая может существенно улучшить ощущение от игры. Далее рассказчик говорит о том, что нашей целью является поиск кольца Элден, а заодно и называет протагониста мерзкой потускневшей душой, так как он пытается отыскать его. Во время этого
мы видим тех, кто будет пытаться остановить нас и наши поиски. И здесь у нас снова возникают новые вопросы. Почему же мы являемся потускневшими? Видимо, наш персонаж не такой уж и положительный, в отличие от тех, на первый взгляд, не очень приятных существ, которые пытаются нас остановить. Интересно, мы будем пытаться восстановить мир или же уничтожить его окончательно? По сценам сражения уже становится понятно, что многие механики переняты из серии Souls, причем выглядят примерно так же. Тут есть и блок щитом, и перекат, и какая-то магия, способная создавать и улучшать оружие. Что совсем поразило в трейлере, так это момент с лошадью, способной бегать по отвесным скалам. Но тут есть несколько вариантов, либо это полноценный элемент геймплея, доступный всегда, либо действие какой-то способности персонажа, либо же всего лишь ролик, который покажут в игре, а о самой механике можно забыть. Интересно, создавая это, разработчики вспоминали Skyrim с его чудесным бегом по горам, или же сами дошли до этого? После бесподобного карабкания мы снова видим множество разнообразных врагов, среди которых есть даже оборотни и драконы. Какое же темное фэнтези без классических фэнтезийных созданий? Среди всего этого нам успевает показать выстрелы из лука, что говорит о его существовании в игре. А так как эта игра должна быть полноценной RPG, то должна быть возможность нормальной игры за лучника, чего не было ни в одной из предыдущих игр. Да, там были луки и арбалеты, но обычно они использовались лишь как вспомогательное оружие. Будет ли возможность основать класс на нем в качестве именно основного? Одновременно с этим мы видим призыв синих фантомов, помогающих сражаться протагонисту. А так как был заявлен мультиплеер, видимо, этими фантомами могут быть как персонажи самой игры, так и другие игроки. После чего нам показывают еще двух интересных персонажей. Девушку, которая была и в первом трейлере. Похоже, она нам не друг, а вполне возможно и вовсе босс, причем один из сильнейших, а также многорукое существо, которое начинало все тот же трейлер. Выглядит он устрашающе и крайне недружелюбно. Судя по его словам, он является достаточно высокопоставленной личностью, быть может даже королем. Под конец трейлера нам демонстрируют еще несколько существ, по всей видимости являющихся боссами, которые своими моделями сильно напоминают боссов из других игр. И такими боссами-прототипами являются Смоук из Dark Souls и Страж Руин из Dark Souls 2. Также у одного из противников есть некое притягивание в виде красно-черного сгустка, который напоминает темную руку. Мельком на кадре проскакивает город, напоминающий смесь Анарлонда и Эритила, даже имеющий похожее поле вокруг, разве что снег не идет. И вот в самом конце мы видим весьма интересных существ, с которыми нам предстоит сразиться. Синего летающего оленя, огромного паука и огнедышащую каменную голову. Надеюсь, что в игре будет много того, что способно не только развлечь игроков, но и удивить, по крайней мере, триллер полон интригующих моментов. Если делать вывод по увиденному и сказанному ранее, то Elden Ring — это хорошо известная по другим играм темная фэнтези, но уже не просто экшен, полноценный RPG, да еще и с открытым миром. Это уже огромный прорыв для компании From Software, ведь это нечто новое, то, чего так не хватало их играм. Elden Ring наполнена интересными новыми механиками, здесь присутствует множество разнообразных противников, а также даже намечается сюжет, и не такой, как обычно, через описание предметов, что скорее даже является лором, а полноценный и проработанный. Есть те вещи, которые добавлялись на основе уже выпущенных игр, это нормальная практика, особенно если в итоге все окажется достойно преподнесенным игрокам. Могу даже предположить, что те же боссы — это не просто копия боссов из серии Souls, а в некотором роде отсылка к играм. Думаю, после выхода игры мы узнаем об этом наверняка. На этом ролик подходит к концу, мы еще увидимся здесь, а пока что можете подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий по интересующему вас вопросу или же просто для оценки видео, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.